Всем привет! С вами Ажара Затулаева, и я бы хотела запустить этот канал немножечко в новом формате, где в таких непринужденных беседах, либо в каких-то познавательных видео я буду раскрывать больше ценностей, буду давать больше информации, которую я несу, которую я создаю в своем центре в городе Алматы, а также эти видео будут направлены на раскрытие всех каких-то таких очень трепещущих тем. И сегодня это мое первое видео. Если у вас будут какие-то пожелания касательно тех вопросов, которые мы раскрываем, я буду очень рада вашим комментариям, а также вашим подпискам. Со мной сегодня будет участвовать в нашей беседе, и, возможно, очень часто будет участвовать в наших беседах. Это моя подруга с детства. Она же мой партнер сейчас, она же мой соратник, она же следит за методологией моих продуктов и так далее. Вот, это Зоя Шатохина, она методолог, маркетолог, она со мной практически с основания всей моей деятельности, и очень много вопросов я решаю именно с ней. Вот, Зойчик, можешь сказать? Всем здравствуйте! Сегодня я буду задавать очень много каверзных вопросов. Это самые такие животрепещущие вопросы, которые, наверное, за весь период становления Ажар, которые возникали у всех людей, которые сталкивались с ней в той или иной степени. И все, что она раньше утаивала от вас, мы сегодня это будем все раскрывать. Ажар, смотри, на сегодняшний день ты у нас достаточно популярная личность, эксперт в области омоложения, естественного омоложения, номер один в Алматы, да и что там сказать, в Казахстане. Расскажи, вот первый мой вопрос, расскажи, как ты начинала, да? То есть я знаю, что далекие 20 лет назад все это начиналось у тебя еще в Китае, когда ты там проходила обучение. С чего все начиналось? На самом деле, да, я уехала в Китай в свои 17 лет. И с 18 лет с 17 лет я окунулась абсолютно в другой менталитет, я бы так сказала. И приехав туда, для меня это было шоком. Первым моим шоком было то, что старики, да, преклонного возраста, там 50 плюс, 60 плюс, они активно занимаются спортом. Это было на самом деле для меня очень первым таким большим потрясением, который я увидела, будучи там, да, то есть в свои 18 лет, в 17, там мне исполнилось 18, вот, я увидела, как люди ухаживают за своим здоровьем, как бабушки и дедушки, они по утрам выгуливали своих собачек, кошечек, при этом делая какие-то упражнения, того, чего в Казахстане я не наблюдала. И для меня это был таким щелчком. Такая, думаю, интересно, а именно и дальше это уже все так раскрывалось, что на Востоке очень много долгожителей. Такая, думаю, наверное, это поэтому. И дальнейшее там уже питание и образ жизни, это уже дальше как бы раскрывало вот эту всю завесу для меня. То есть тогда у тебя зародилась идея создать что-то подобное в Казахстане? Да, наверное, ЗОЖ, какие-то движения, они уже на тот момент уже зарождались. Но ты знаешь, еще для меня очень большую роль сыграло, что я, будучи студенткой там, я подрабатывала в салоне красоты, да, то есть я работала администратором, а в первой половине дня я училась. И это был салон красоты, который очень достаточно крупный такой. И наш директор, он для меня это было прям очень интересно. Почему? Потому что он привлекал какие-то такие очень инновационные техники для того, чтобы мы могли дать женщинам естественную красоту. И ты, наверное, знаешь о том, что массаж – это массаж, вот эти все точки, которые есть на нашем теле, это про восточную медицину. И я немножечко забегу, так скажу, что я, как из клана медиков, для меня вообще то, что очень много моих родственников, наверное, на меня на тот момент, когда я не поступила в медицинский, и я уехала учиться вообще нефтегазу в совершенно другую страну. Я и в Казахстане получала образование, и там. Вот, что я ушла из медицины, то, что не ждали от меня вообще,
Для меня это, ну, как бы очень большим было шагом. Но и тем не менее, я скажу, что оттуда, когда я работала в салоне красоты, когда наш директор, он приглашал самых наилучших мастеров для того, чтобы обучать свой персонал. И там, ну, как бы для меня, я как русскоязычный переводчик была для лиц, ну, для женщин, которые приезжали из постсоветского пространства к нам, вот, я им переводила все процедуры, которые у нас есть, то есть помогала там с мастерами общаться, и мне нужно было погружаться во все. То есть мне нужно было знать от и до, там, что дает, допустим, тот или иной массаж, на какую точку нажимают и что это может дать, да. И когда я открывала для себя эти грани, это было очень интересно. И знаешь, в мои 18 лет я прям для себя как бы открыла какие-то другие совершенно инновационные техники. Но при всем, что мой отец был иглотерапевтом. То есть я это все знала с детства, но там я раскрывала это по-своему вообще. Мгм. Ну, смотри, когда ты приехала в Казахстан, ну, то есть вернулась из Китая, ты же не сразу начала заниматься омоложением, да? То есть ты все равно какое-то время, еще 10 лет, да, ты занималась совсем другими вещами, работала в другой сфере. Ну да, мне же нужно было, я же отучилась 5 лет здесь, в казахстанском вузе, и там плюс 5 лет еще в Китае. Мне нужно было как-то вживить эту профессию, то, чему я училась, в свою жизнь, да, и я чуть позже начала этим заниматься. Для меня я была, на самом деле, очень хорошим специалистом в своей сфере. Ну, ты знаешь, да, что я училась на нефтегазе, я была помощником директора в англоязычных компаниях. У Вот. тебя своя компания была логистическая. Потом, когда у нас пошло разделение, я ушла из нефтегазовой компании в сферу логистики. То есть мы тоже доставляли оборудование, мы тоже доставляли там разные интересные вещи для нефтегазовых компаний. Вот, так что я далеко не ушла, но потом все-таки я ушла вообще кардинально полностью. Ты поняла, что нефтегаз это не твое, и ты решила все-таки заняться естественным омоложением, когда ты вот все бросила, да, то есть у тебя сейчас карьера, бизнес, компания своя, да, там доход хороший, да, и ты все бросаешь и уходишь в свою мечту, да, реализовывать свою какую-то идею, которую там 18 лет она тебя посетила, вот и ты пошла вот по этой стезе. Как твоя семья на это отреагировала? То есть поддержали тебя или наоборот? Расскажи об этом. Спасибо большое за такие каверзные вопросы. На самом деле это было очень... Все меня поддержали. Меня все поддержали, да. Ну, это было очень интересно. Почему? Потому что, ну, как бы для всех это было очень странно. Типа, как? Как ты отказываешься от всего, чтобы идти за своей мечтой? Ну, типа, на тот момент это было сколько уже? Более 10 лет назад, наверное, 10 лет назад, что, типа, мечта – это ничто. То есть зарабатывание денег – вот это что-то. Ну, когда я чувствовала себя, что да, у меня есть деньги, у меня есть все, что нужно было на тот момент для женщины, дети, семья, бизнес, машины, квартиры, все было. Но это не давало счастья. То есть я чувствовала, что я могу сделать что-то большее, я могу принести какую-то пользу, я могу показать, что можно что-то поменять в своей жизни. И тогда, на тот момент, наверное, моим самым переломным этапом стало две вещи. Именно вот эти две вещи – это болезнь моей мамы и разрушение моей семьи, так скажем, да, то есть моей личной жизни на тот момент. Предательство, я бы так это назвала. И как это повлияло? Ты знаешь, я поняла, что если я здесь не нахожу счастья, ну, допустим, в моей личной сфере, да, то на работе я тоже как бы, чуть-чуть несчастлива. То есть не сказать, что я до конца там счастлива, да, деньги, но они не создают такое счастье для меня. Вот, и я подумала, что, может быть, уйти там, где я буду реально получать удовольствие, где я реально буду кайфовать от того, что я делаю.
Ну и, знаешь, наверное, очень сильный такой толчок дал, что моя мама заболела. И как любой ребенок, я хотела найти таблетку. Ту таблетку, которую все, наверное, ищут для там, здоровья до 100 лет, для молодости и красоты. Любая, мне кажется, девочка, она бы хотела видеть свою маму. Ну, я не буду говорить про всех, я скажу про себя, что моя мама с тем, что она взрослеет, с тем, что она болеет, она вообще не вкладывалась в уклад моего видения ее. То есть я не могла увидеть свою маму, что она, в таком упадческом состоянии, наверное. И я постоянно, что-то делала, да. Мы привозили дорогостоящие лекарства из-за границы. И вот в тот момент, когда я шла за своей мечтой, я попутно еще обучалась, я попутно что-то новое, я прям погрузилась вот в естественное омоложение, я погрузилась в организм человека. То есть для меня очень важно было узнать, как, почему, что сподвигло. Ну, плюс я и на себе, да, замечала, что мне уже 30 плюс, и я замечала какие-то изменения на лице. То есть я задумывалась, как я туда пойду, то есть в какую сферу я выберу. В том плане, либо я буду колоть что-то в себя, либо я попробую сохранить то, что мне дала природа, дала моя мама, да, как бы естественным путем. То есть, смотри, ты сейчас сказала о том, что помимо того, что ты искала какие-то средства, чтобы оздоровить свою маму, помочь ей, ты еще и обучалась. Да, вот если поговорим о твоем обучении, понятно, что ты сейчас на сегодняшний день уже прошла там 100-500 обучений, у тебя там очень много дипломов, сертификатов, да, но наверняка было какое-то такое одно самое, которое тебе больше запомнилось, или, может быть, ты вот твое самое первое обучение, что-то, что вот ты сейчас можешь вспомнить и о чем рассказать? Очень, ты знаешь, я каждое свое обучение ценю. Каждое. Потому что каждое обучение мне дало что-то такое очень интересное. То есть все равно любой другой человек, как учитель, как наставник, он всегда давал то, что я ценю, благодарю за это каждого, да, моего наставника. Но да, вот то, что ты спрашиваешь про что-то такое сверхзапоминающееся. Ты знаешь, обучаясь в Индии, однажды наш преподаватель нам сказала, чтобы мы один день, это всего лишь один день, побыть в тишине. Ты знаешь, что такое побыть в тишине? Это ты просто не общаешься ни с кем. Да, ты существуешь здесь и сейчас. Да, но ты не можешь ничего говорить. То есть ты должна была на пальцах объяснять, там, если ты заходишь в ресторан куда-то, что ты хочешь там и так далее, да, то есть расплачиваешься, все. Но максимальное вот это время, то есть с 8 утра до 8 вечера, там даже не целый день. Ну, хотя нам сказали, по-моему, до следующего утра быть. Но это время, когда мы находимся сами с собой наедине. И знаешь, это было, наверное, 8 лет назад. Для меня это очень ценно. Почему? Потому что в той тишине, то есть я никогда до этого не была настолько в осознанной тишине с самой собой. И там на тот момент полезло у меня все. Мои внутренние какие-то убеждения, свои какие-то страхи. И ты знаешь, что самое интересное? Что? Что приехав из Индии, да, мы там много, дальше обучались, прорабатывали, но узнав в своей тишине что-то внутри себя, то, что меня начало тревожить еще больше, я приехала, и у меня было еще 2 новых морщинки. И я такая тогда задумалась, думаю, неужели, если мы сталкиваемся со своими внутренними тревогами, со своими внутренними какими-то убеждениями, это добавляет нам старости. То есть в свои 30 лет я об этом задумалась. Как это все взаимосвязано, да? Да. То есть если ты переживаешь, если ты тревожишься, надо это тебе, не надо это тебе, да, ты визуально начинаешь стареть. То есть и на тот момент, да, когда я обучалась массажу, то есть мы обучались этому
как бы структурному, да, то есть ты делаешь что-то, что-то должно разглаживаться, что-то должно расслабляться, либо опять напрягаться, да, то есть, ну, если в массажном искусстве на это смотреть, то как воздействовать на вот эту внутреннюю эмоцию? И тогда ты решила подходить комплексно, получается, к омоложению. Да, Тогда возникла вот эта твоя главная идея, которую ты сейчас несешь. да, ты знаешь, на тот момент начали пазлики какие-то складываться, да, в моей голове, и это было очень интересно. Я помню, что тебе как-то рассказывала о том, что когда ты обучаешься китайскому языку, ты можешь заучивать, да, эти иероглифы, но иероглифы — это как рисунки. Это как рисунки определенные, и в определенной последовательности они создают какой-то внутренний смысл. То есть, да, ты не знаешь, как произносится тот или иной иероглиф, но у него есть ключи, то есть по которым ты можешь понять, о чем сейчас будет идти речь. Ну, то есть даже не сейчас идти речь, ну, к примеру, там, что этим названием имел в виду производитель чего-то того или иного, да. То есть там есть вода, значит, это что-то будет связано либо с водой, либо с какой-то текучестью, да, то есть много очень таких ключей. И я тогда начала на человека смотреть со стороны вот такого комплексного, да, как иероглиф. То есть, окей, ключ, складываем, получаем вот это. То есть если мы будем отталкиваться от того, что вот в комплексном мы видим одну объемную картинку, то есть человек тревожится, ну, по тревожности можно сразу увидеть это профайлинг, да, и все вот эти вот элементы, когда мы сразу видим, так, у человека что-то, ну, внутреннее эмоциональное состояние не дает спокойствия. И лицо, оно у нас, оно просто как айсберг, да, оно просто показывает, оно вот как проявленность, да, то есть ты видишь на лице, если та или иная морщинка, то, окей, она может о чем-то говорить. Своя история есть. У каждой морщинки есть своя история. Ты знаешь, даже мимические мышцы на нашем лице, они у нас даже называются эмоционально. Мгм. К примеру, я такой пример приведу. Очень многие сейчас женщины, да, ну как бы один из показателей возрастного изменения — это овал, да, то есть овал лица, он начинает либо плыть, либо появляются какие-то определенные изменения, да, ну нижняя треть лица. И морщинки, которые у уголков губ, их в народе называют морщинки скорби. Слышала когда-нибудь такое? Да, слышала. Морщинки скорби, а если анатомически взять, то на лице у нас есть морщины, которые депрессоры, ну, от слова уже сама понимаешь, да, депрессия. Но Депрессия. на самом деле депрессоры, они у нас те, которые опускают мышцу, то есть те, которые работают на опущение. Есть у нас мышцы-леваторы, да, те, которые на подъем. Ну и, соответственно, если же у нас мышцы-депрессоры, и они у нас на морщинку скорби, то есть там, значит, что-то происходит внутри. То есть какое-то пониженное эмоциональное состояние, как сейчас модно говорить, пониженные вибрации. Да? Но у этого всего есть еще, ну, оно как эмоциональное, так и структурное. Это, на самом деле, я очень много таких вопросов разбираю. Я уверена, что мы в наших подкастах будем глубже затрагивать, да, такие моменты, потому что наше лицо, оно просто отражение всего. Ну и несколько таких морщинок просто тебе приведу. Морщинки на лбу, вот, которые между бровями, да, они у нас есть, как, вот, допустим, если человек носит очки, да, то есть какие-то изменения по зрению, это один тип, да, изменений, ну, появления морщин. И есть такой момент, что это морщины тревожности. Значит, внутри где-то сидит тревожность, и сколько бы мы ни работали над этой тревожностью, ну, в смысле, над этой морщинкой, то пока мы не извлечем корень проблемы, то здесь не будет результата. Ну да. Ну, вообще, как я знаю, кроме того, что ты проходишь обучение постоянно профессиональное, как мастер, как эксперт, да, в области омоложения, ты очень много обучалась саморазвитию, да, то есть именно какие-то психологические тренинги, обучение. Вот как это тебе в жизни помогло и как помогает тебе? Как это повлияло на тебя? Вот именно подходить с психологической точки зрения. Даже телесные, да, вот твои практики, которые ты сейчас проводишь.
Касательно моего личностного роста. Знаешь, ну да, я постоянно развиваюсь, я постоянно ищу что-то новое, потому что сейчас время такое, что ничего не стоит на месте. Если мы не будем в этом потоке, то, ну, мы будем за потоком, да, то есть поэтому, На а берегу. так, да, мы будем гребсти, либо мы гребем против течения, либо мы будем просто плыть по течению и пользоваться тем, что, ну, как бы отбросами, да, что у нас появляется. Вот, и когда ты растешь личностно сам, тогда растет все. Как мне это помогло? Ты знаешь, однажды я услышала одну такую очень интересную фразу. То есть, если ты хочешь поменять что-то вокруг себя, либо там изменить кого-то вокруг себя или повлиять на что-то вокруг себя, начни с себя. То есть, и в этой фразе очень глубокий смысл. Потому что не начав с себя, ты никогда не сможешь понять, что происходит, вот, допустим, с другим человеком. То есть только, ты знаешь, закон зеркальности, тебе всегда будут встречаться те люди, у которых, ну, такие же проблемы, как у тебя. Согласна. Какие-то, может быть, у них есть свои грани, но если что касательно, вот, допустим, веса, ты, наверное, знаешь, да, что благодаря, даже не может быть не благодаря, а вот используя все те ключи, все те навыки, все то, что я получала на всех этих тренингах, я использовала в первую очередь сначала на себе. Да, я скинула почти 30 килограмм. Но это будет тема отдельного видео. Да, потому что, ну, как нужно было себя загнать, чтобы весить 107 килограмм, да. Это будет тема отдельного видео, это на самом деле очень интересно. Но что я хотела сказать, что каждый этот тренинг, он давал колоссальный рост даже в понимании той или иной информации в моих экспертных обучениях, да, то есть в моих профессиональных обучениях. То есть, поняв себя, я понимала, о чем вообще говорит другой человек, чему он меня обучает. То есть на все смотреть объемно, не точечно, вот эта точка только за это отвечает, и ты должна только массировать вот эту морщинку скорби для того, чтобы она поднялась. Ну, она не поднимется, потому что там есть целая цепочка мышц, которые, во-первых, между собой взаимосвязаны, а во-вторых, там целая цепочка тех или иных вытекающих ситуативных обстоятельств, которые воздействовали на эту маленькую точку. Хорошо. Ну, смотри, мы сейчас как бы поняли, да, что есть определенная как бы часть, которая отвечает там за тело, за лицо, там психосоматика и так далее, да. И вот даже вот если говорить о психологии и вот телесной терапии, да, которую ты сейчас проводишь, можно ли сказать, ну, в чем разница, да? То есть некоторые люди ходят к психологам годами, а кто-то приходит на телесную терапию и может решить какие-то свои тоже внутренние проблемы. В чем плюсы и минусы? В чем разница между этим? И вообще, может быть, не стоит даже этим заниматься. Ну, имею в виду психологии. Ты знаешь, это очень такой многогранный вопрос и очень интересный, да, то есть конечно, я даю свою субъективно личную точку зрения, как я наблюдаю, да, за своими клиентами, что я делаю ежедневно. Ну, в целом можно сказать, что я ежедневно это делаю. Наше тело, оно имеет, ну, как бы свой разум, так скажем, да. То есть у нас есть биохимия, которая влияет на наше эмоциональное состояние, ну, это такой очень интересный процесс. И так же, как и эмоциональное состояние меняет нашу биохимию, да, то есть эмоция, психосоматика, да, то есть психо – это эмоция, соматика – это тело. Тело, которое имеет свой мозг, и есть наш еще разум, который владеет всем этим, даже не владеет, они как триединство, то есть они вместе ходят. И меняя что-то одно, учась делать что-то по-другому, ты меняешь очень много структур, которые тянутся за собой. Ну, к примеру, массаж – это тоже как телесная терапия. То есть это тоже одной из разновидностей, наверное, расслабления тела. Но иногда есть что-то такое, что сидит внутри, да, и оно, ну, то есть я вижу, допустим, да, что вот эта вот морщинка тревожности, ну, никак, ну, не расходится. Соответственно, нужно что-то с этим сделать. То есть есть у него причина, да, то есть почему я всегда говорю, есть первопричина, на что повлияло на это.
И, ты знаешь, да, что я занимаюсь, у меня несколько видов дыхательных практик, у меня есть там сенсорные практики, саморегуляция, много остеопатических, да, то есть элементов, которые помогают снимать внутренние блоки. Когда человек в телесной терапии, то есть у меня есть групповые, есть индивидуальные, да, элементы, есть иногда человек на индивидуальной просто не сможет раскрыться. То есть то, что я делаю, допустим, в кабинете 1 на 1 с клиентом, то есть оно иногда, я ее даже, как это правильно сказать, встраиваю в свою процедуру по лицу, потому что у нас есть точки, воздействие на которые ты можешь расслаблять, да, нервную систему. То есть это тоже одно из. И когда групповая практика идет, то есть групповая динамика, она затягивает человека. То есть она помогает раскрыться больше в групповой динамике. Но это что касательно групповых, да, практик. И человек, он, выходя из этого состояния, да, то есть можно сказать, его каким-то определенным трансом, наверное. То есть, сон это тоже как транс. Он выходит, и такое ощущение облегчения. То есть ты не знаешь, на что это повлияет, но что-то уже стало по-другому. Здесь очень важно понимать, кто будет проводником, наверное, да, кто сможет помочь тебе выйти из правильного своего состояния. Да, ты знаешь, почему? Да, очень важно, чтобы был правильный проводник, потому что, когда групповая динамика, ты смотришь, это если в группе, да, смотреть, что кто-то не может до конца выйти, то есть ему нужен какой-то прорыв, поплакать, может быть. То есть есть точки, на которые ты нажимаешь, и человеку легче становится выплеснуть вот это вот из себя. Это вот то, что касательно групповой динамики. На индивидуальных сессиях, конечно, я это, даже если встраивая это в массаж лица, я это делаю уже в кабинете, да, то есть я вижу, там еще и плюс разговор, да, какой-то идет сопутствующий. То есть ты смотришь, конечно, там болевые точки мы не затрагиваем совсем, которых плохо, но выходя, уже человек имеет совершенно другое, да, то есть мир ярче становится. То есть массаж это тоже воздействие на тело. То есть и тело уже учит свой разум на то, чтобы быть легче к чему-то относиться. То есть даже ты же знаешь, что мой второй YouTube-канал, он про АСМР. АСМР – это тоже одно из воздействий на нервную систему. То есть какие-то шипящие вот такие вот звуки. То есть это тоже про расслабление. То есть про расслабление мозга, про расслабление визуально. То есть людям иногда нравится смотреть, как другие люди получают удовольствие. То есть им нравится, они как будто бы воспринимают это все на себя. Вот, поэтому, воздействовать через звуковые какие-то когнитивные, да, элементы, визуальные, слуховые, то человек получает какую-то свою дозу гормонов счастья. И, когда это прямое воздействие с телом, да, то есть тело начинает быстрее выплескивать что-то из себя. И на чем ты сейчас концентрируешься, да? Ты сейчас хочешь развить тему телесной терапии, вот эти все новые практики. Ты же сейчас обучаешься новому и да. Опять обучение хочешь пройти новое? Да, я через 2 дня опять ухожу на одно из таких очень интересных обучений, а потом об этом мы тоже поговорим с тобой. Вот. Ты знаешь, к психологам можно ходить годами. Исходя из моего опыта, я уже 7-8 лет в терапии, да, то есть я для себя тоже ищу. Я очень много ходила к психологам, к психотерапевтам, то есть, как мы с тобой говорили же, о зацикленной ситуации, да, то есть это касательно моей личной жизни, если я выпадаю из одних отношений, падаю совершенно в другие, но похожие по боли для меня отношения. Да, и первый мой брак, второй мой брак, третий мой брак. Я везде получила свой урок. Я из всего сделала свои выводы. И, ты знаешь, я просто хотела, наверное, не доставлять себе боли в этих отношениях. И я начала копать себя. То есть не закапываться в себе. То есть сам человек, когда пытается разобраться в своей проблеме, он не сможет никогда. Он всегда запутается еще больше. Поэтому я искала очень хороших психологов, психотерапевтов. То есть я тоже хожу, всегда себя прорабатываю, я всегда в чем-то новом, всегда в каких-то трансформациях ежедневных. Вот. А телесные практики, они помогают даже не говорить об этом. То есть иногда людям просто сложно говорить об этом.
Я недавно тоже была на одной из проработок, и там мне нужно было проговаривать что-то, что я категорически не хотела. Я не хотела опять в этом копаться, в какой-то своей боли, которая была там 30 лет назад. То есть я понимала, что мне нужно из тела выпустить эту боль. И я пришла, я не знаю, я не раздолбала, я разорвала целую упаковку бумаги для того, чтобы хоть как-то меня отпустило. Но это ведь действие. Да. Это действие, то есть это тоже телесная какая-то практика. То есть почему нужно окунаться в эту боль для того, чтобы потом сидеть и рвать бумагу? То есть когда можно это все намного экологичнее прожить. То есть не нужно опять это все вспоминать. То есть тело, оно может вспомнить и выпустить все последовательно. И тебе не надо копаться в этом. То есть я лично пришла к тому, что я не хочу. Я не хочу вспоминать ту боль, даже та, которая была 10 лет назад. То есть да, я пойду на телесную практику, да, я пойду подышу. Я тоже хожу дышать, тоже регулярно, сама дышу. То есть я ищу что-то для себя такое. Спорт — это тоже как телесная практика. Да? То есть чтобы ты восполнял те пробелы, которые нанесли тебе вот эти вот все раны, да, то есть другими гормонами. То есть это тоже нужно делать грамотно. То есть не толстеть до 107 килограмм, а делать это все вовремя. Ну да, согласна. Ну, если говорить именно о личном, да, вот Хорошо. о личном, я тоже думаю, нужно поговорить. Вот все равно у тебя не всегда же было все так радужно и красиво, как сейчас. Вот ты такая вот успешная, вся такая звезда, все тебя любят, пишут там километровые комментарии. Это все как бы сейчас, это сегодняшний твой день. Но было время, когда у тебя были, так сказать, тяжелые дни, тяжелые периоды. Вот, расскажи об этом периоде твоей жизни. Как ты это все проживала, переживала, и как ты из этого выбралась? Потому что мне кажется, что именно этого не хватает в твоем аккаунте. Вот ты всегда прячешься и мало говоришь о себе, о своей личной жизни. Мне кажется, что многие хотели бы послушать именно эту твою сторону. Когда мне было очень плохо? Вообще вспомни, да, какие у тебя были какие-то сложные периоды, которые помогли тебе вырасти, потому что все равно это же твой рост был, это были твои какие-то уроки жизненные. Люди приходят к нам не просто так. Даже твои 3 мужа пришли не просто так к тебе. Ну, хорошо. Я тебя ценю за эти каверзные вопросы. Очень сильно люблю. Но я обещала в начале видео, что я задам. Как обычно, окольными путями пойдем. Нет, давай по-честному, по чесноку. Ты хочешь, чтобы я вспомнила, как я плакала? На самом деле это, как я сказала уже, да, до этого, что выпадая из одних отношений и заходя в другие, не разобравшись с собой, не разобравшись, почему что-то там, почему я допустила, чтобы надо мной издевались, или чтобы меня не ценили, или унижали, может быть. И входя в каждое последующее отношение, я понимала, что они еще хуже. Они еще хуже, и да, я, когда доходила до точки, когда я уже не могу, терпеть, я выходила из этих отношений. Но ты знаешь, и даже каждое последующее отношение для меня, которые такие более-менее большие, да, то есть какой-то союз, создание семьи и так далее, не проработав ту проблему, с которой родилась изначально, они каждый раз были больнее. И, последние отношения — это вот с предательством, с потерей крупной суммы денег. Я осталась одна, с маленьким ребенком, с болеющей мамой. Это, наверное, звоночек к тому, что какую-то ценность себя как женщины я, может быть, потеряла.
Да, у меня было все, у меня был успех, у меня были деньги, у меня было все, но вот этого внутреннего состояния счастья, внутреннего состояния того, что я ценна, любима, этого не было. И ты знаешь, это, наверное, я очень сильно благодарю каждого человека, который был в моей жизни, особенно мои мужчины, которые в моей жизни. И, кстати, у меня вот сейчас еще и 2 сыновей, да, то есть тоже мои мужчины, которые меня ценят, любят. Но я не про то, что я ценю, потому что каждый дает мне свой урок. Каждый дает мне свой какой-то, знаешь, опыт, наверное, для меня, что с этим нужно поработать чуть-чуть. То есть на тот момент ты себя не любила? Скорее всего, да. Даже не скорее всего, да, я позволяла тому, чтобы вот так со мной обходились. И после этого как бы ты начала прятаться, ну и набирать вес, да, вот как по психосоматике. Большой вес — это когда человек прячется от каких-то страхов, от людей и так далее. От боли, наверное. От боли, да. Да. Это все как снежный ком. Да, и ты знаешь, ты же помнишь, да, я могу написать диссертацию по построению, я столько способов всяких разных испытала, но пока я не начала работать вот с этой зоной, да, от которой я бегу, это личного характера, да, мой вес не стал двигаться. То есть, да, я постоянно прорабатывала свои профессиональные качества, свои экспертные навыки. Я даже, вот помнишь, я когда поехала на чемпионат одна, там я тоже шагнула в свой страх какой-то, да, то есть я закрывала полностью свою личную жизнь. То есть, женщина, она не будет женщиной, пока она, не обретет какого-то своего женского счастья. Но в первую очередь, вот как, да, то есть ты должна начать с себя. И я начала с себя. Это больно, это не очень когда-то такое удобно, комфортно тебе говорить про какие-то там, как мы говорили, там, все нижнее белье, да, поднимать и раскрывать, но тем не менее иногда это нужно, но не постоянно. Для того, чтобы принять себя. Да. Такой, какая ты есть. Да. Даже со своими... И научиться снимать без фильтра. Да, даже свои 107 килограмм я приняла. Но ты знаешь, как только я их приняла, они меня перестали триггерить, я начала снижать вес. Но это мы об этом, это вообще такой секрет очень интересный. Мы расскажем в следующем видео, да? Да, я думаю, что это нужно отдельное видео про твои вот эти вот все метаморфозы. Проблемы, метаморфозы, да. Спасибо большое. Я думаю, что сегодня была классная беседа. Мы с тобой так классно, душевно поговорили. Ты много чего интересного рассказала для своих подписчиков, друзей, женщин, которые следят за тобой уже, наверное, лет 5 точно, да? Вот как ты аккаунт свой открыла. Тебя любят, все уважают и ценят. И я желаю, чтобы ты только вот цвела, чтобы у тебя все твои вот как бы планы, все, что ты сейчас для себя ставишь, все это реализовывалось. А в следующих подкастах мы будем копать глубже уже с профессиональной точки зрения. Я думаю, что ты очень много полезной информации дашь, поделишься тем, что ты не можешь сейчас рассказать в коротких видео-рилсах, но именно в таких подкастах мы будем раскрывать темы и психосоматики, и телесных практик, и, в общем, всего, что ты знаешь. Это очень большой багаж знаний, которым нужно делиться. Да, на самом деле, вот помнишь, как мы с тобой задумывали этот подкаст про то, чтобы всю вот эту глубину, которая есть. Женщина — это вообще, я помню, тебе как-то рассказывала про то, что женщина — это потрясающе, это настолько огромный мир. Вот изучая все вот эти вот тантрические практики и так далее, да, то есть настолько в женщине большая сила есть. И, вот исходя из моего опыта, да, про то, что как мы себя закапываем, как мы себя не любим, это на самом деле я бы хотела очень много чего рассказать, что есть в женщине. Это я изучаю, это я применяю на практике, да, то есть это помогает мне. И я на самом деле уже 100-500 обучений, миллион всяких разных сертификатов. И на самом деле, изучая тело, изучая организм, можно объяснить все. Это как с иероглифом, да. То есть нужно
понять, Просто найти свой ключ. да, как в объеме посмотреть на это и посмотреть, что главное. Вот. Спасибо вам большое, и оставляйте комментарии, пишите, что вам будет интересно увидеть в наших подкастах, какой вопрос, что раскрыть от тела до сознания. Мы все это сможем сделать здесь, и я буду приглашать еще новых экспертов, чтобы мы обсудили какие-то животрепещущие темы. А так как это первое видео, не судите нас строго. Ждем ваши лайки, да? Ждем ваши лайки, комментарии. Спасибо большое, что были с нами. С вами была Ажара Изатулаева и моя подруга, мой методолог, мой соратник, партнер по всем моим проектам, по жизни. Вместе мы идем уже с 10 лет. Вот. Я оставлю все наши координаты под этим видео. И увидимся с вами на следующих сюжетах.